За все время маршрута самым опасным была встреча с медведицей, двумя медвежатами. Еще на Восточной Хадоге, на второй день пути. Они меня не учуяли, и они меня заметили уже с расстояния 30 метров. Я увидела, что медвежата убегают, за ними медведица, испугалась, что медвежата как бы не выскочили со мной пообщаться, но выскочила медведица. Сделала на меня такое нападение. 15 метров. До 15 метров добежала. Я выставила палку, кричала: уходи, уходи. Слава богу, она ушла. До конца не напала, короче говоря. А так, в общем-то, могло печально закончиться такое событие. После этого я уже шла и все время кричала, когда только были какие-то сужения, не открытые галечники, а лес был рядом, кусты, я уже кричала: человек идет, предупреждала медведей. А потом думаю, ну что я буду кричать: человек идет, надо кричать: люди идут, чтобы они уж точно пугались. Так и кричала: люди идут. Вот такие дела. Иду по левому берегу, по широкой долине Сунтара, и вот какая картина мне открылась. Вышла из леса, там впереди верховье Сунтара, там мои перевалы. На Сунтаре великая сушь. Много обширных галечников. Здесь Сунтар на протоки делится. Мне надо вот на тот берег сейчас будет переходить. Вот там дальше еще есть русло. Посмотрим, что будет. В случае чего надую лодочку. Но вот тут, похоже, основные протоки. Сейчас буду искать, где их лучше перейти. Но везде есть перекаты. Так что вполне. По колено. Вполне даже на Восточной Хадоге у меня сложные были броды временами. Ну еще тут впереди протока. Я думаю, что вон он уже перенесли. Давным-давно я уже забросила хождение в болотных сапогах, даже в облегченных, с приклеенным верхом из тонкого прорезиненного материала. Ботинки или кроссовки с гидрочулками – таков обычно был мой выбор. Однако теперь везде появились эво-сапоги, легчайшие, из мягкого материала, которые еще и хороший теплоизолятор. Чувак, протока пройдена, я на коренном берегу. Не думал, что так легко будет. За что еще люблю путешествия? Целый месяц или больше даже можно не ходить в магазины. Посуду можно мыть не стоя у раковины, а вот так вот, лежа у костерка, совершенно не напрягаясь. Да и сам костерок из ивовых веточек дает такой замечательный аромат, что просто ради только такого аромата можно ехать в путешествие. Красота! В долине Сунтара тут потрясающие сухие луга. Цветут. Чего-то нет. Стояночка тут в конце поляны. Какие вещи тут. Кусочек аркана плетеный. Мне казалось, что люди где-то рядом, все такое ухоженное, утварь, сковороды, свежие дрова. Но на траве, орошенной недавним дождем, встречались лишь проходы медведей. А присутствие людей лишь ощущалось в свежих прорубках на тропе в лесу, в пеньках лиственниц, которые пошли на изгороди, в некоторых местах перегораживающие берега или долины притоков. Удивительно красив лес с ярким моховым покровом. Вот такая здесь тайга. И совсем не завалена, и идти очень даже здорово по берегам Сунтара.
Вечером стою недалеко от устья Недогычана, на травянистом откосе у реки, так, чтобы обязательно был вид, простор, чтобы зверье видело и чуяло меня издали. Так устала, что сначала поела и лишь затем попыталась половить рыбу. Но ничего, ни на струе, ни в маленьком омуточке не ловилась. Вчерашний дождь и какая-то неясность в небе, белесая муть, сквозь пелену которой светило солнце, когда снова вышло из-за туч. Это состояние погоды как-то подсознательно давило на меня. Неделя жары не могла закончиться просто так. Должна была наступить какая-то расплата за райские денечки. Сейчас как вдарит непогода, а я еще не дошла до верховьев Сунтара. А пока здесь, где река еще достаточно мощная, идти вверх быстро можно только по галечникам. Надо спешить, чтобы их не залило. Ручей Недогычан. На нем есть водопады. Это правый приток Сунтара. А как же водопады? Всего в каких-то 3-4 километрах отсюда. Да с таким количеством баранок, что я тащу, стыдно чего-то бояться. Нечего пробегать мимо. Я успею. Какие скалы подступили к берегам. Не зря я пошла гулять. Внизу ручей было переходить проще. Здесь в одном русле он более мощный. Не везде перейдешь. А следы медведей здесь встречаются. И что они тут делают? А вот по этому откосу, наверное, можно наверх вылезти. Ух, какое ущелье! Мрачно, все ревет. За поворотом видно уже водопад. Там слышен низкий звук. Потрясающе! Брызги аж сюда долетают. Да, это вид с откоса, по которому я скарабкалась наверх. Отсюда замечательные виды открываются. А по откосу идут тропинки, каких-то копытных, наверное. Залезть можно. Вот еще водопад. А вот и третий водопад. Открывается во всей своей красе. О!
Какие ложбинки проточила вода тут. Камни монолитным. О, какая яма. Вот какие тут камушки. Снаружи серые, изнутри красные. А вот какой рыженький экземплярчик. А есть абсолютно белые. О, тяжелый какой. Ух, не поднять. Обалдеть, какой тяжелый. Полдня гуляний на водопады и снова вверх по Сунтару. Влево пойдешь, в прижим попадешь. Вправо пойдешь, в рот попадешь. Пойду я лучше по верхам. Там уже долина реки Улынжи, напротив Кумнана, притока, до которого я сейчас иду по моему берегу. На такой обрыв, где хороший обзор реки, выходишь не так уж и часто. От одного такого лесного мыса на откосе до другого идешь по заросшим полям старых галечников с невысокими ивами и кустарничками, лабиринтами сухих проток. Поэтому, когда выходишь на такой откос, хочется обозреть весь простор, который открывается. А следы медведей сюда тоже подходят. Они, видно, обходят реку по высоким точкам, осматривают свои угодья. Вот старая стояночка, кострище заросло. А вот интересное сооружение. Такой большой шалаш. Это так называемый теневой. Под ним разводят дымный костер, и олени тут отдыхают от гнуса. Вот опять. Зачем же эти штуки? А так как дают на песца. Вся долина тут перегорожена. Не пройти. Фух, реально преодоление забора, иначе нигде не обойти. А знаете, почему у меня лопасти весел торчат вверх от рюкзака? Казалось бы, цепляются за деревья, когда идешь против ветра, они реально мешают. А все очень просто. Чем я выше, тем солиднее выгляжу для медведей. Они меня боятся, если видят такой огромный объект, такой рюкзак, еще сверху весла торчат. Местечко у меня классное, с обзором вдаль. Там уже Хоронь впадает слева. Там уже граница леса. И дальше мой путь в высокие безлесные горы. Вот Сунтар. Течет под обрывом. Дождик прекратился, облачка
поднялись, можно продолжать маршрут. Я иду вверх и вроде бы как бодра, весела и сильна. Но все-таки меня одолевают некоторые страхи и сомнения, особенно когда подступает непогода. Но высоко в горах сейчас туман, облака, на вершины не пойдешь. Страх перед медведями вроде отступил, опасаюсь их, но в разумных пределах. Вечером, когда с треском разлетались куропатки недалеко от моего лагеря, конечно, думала, что это рядом ходит хозяин. Ну что ж, места нам хватит на всех. А под лиственницами, конечно, сухо, как дома. Очень уютно. Но больше всего, конечно, меня мучает вопрос, как поведет себя на серьезном сплаве моя новая лодка. Ведь моя программа «Максимум» — это дойти и сплавиться по реке Делькю и Ахате. И это еще далеко, за 2 высокими перевалами. А так, есть и запасные пути выхода. И самый простой — это обратно вниз по Сунтару. И подсознательно я все время отслеживаю, как далеко от меня отстоит место, где точно есть люди. Хорошо тут идется по тундровым полочкам. Сухо, жестко, но в то же время не сильно жестко. Хотя, в принципе, сейчас уже весь Сунтар можно везде перейти, можно там по галечнику идти. Но по камням уже надоело ходить. По лужайкам идти интересней, приятней. Маленький птенец куропатки. Почему-то все улетели, а этот нет. Ты чё, дружище? Не боишься? Вот это да. Ой. Скоро впереди уже безлесная зона. Похоже, я успею дойти в самое верховье до того, как, возможно, поднимется вода в реке от дождя. Ну ладно, это один. Не медведица с медвежонком. Может, не так страшно. Долина реки Харонь. Покинула Сунтар. Погодка меня не балует. Сейчас вот дождик кончился, но облачность еще не совсем высокая. Вот там горка, которая на горизонте. Направо там уже поворот на перевал на Ниткан. Там мы уже с Лерой были. 4 километра до того места. А оттуда я пришла, там долина Сунтара. У меня план дойти до верхней границы леса, чтобы там, на деревьях, можно было оставить основной груз и на несколько дней пойти к ледникам Мусхаи. Подняться на саму Мусхаю – это высшая точка хребта Сунтар-Хаята. 2964 метра. Мы были на ней с Лерой 9 лет назад. Но сейчас опять хочется посетить эту красивую обзорную вершину. А пока что-то никак не могу оторваться от жаркого костерка под лиственницей, который укрывает меня от дождя. Делаю лишь короткие вылазки на галечник ручья, чтобы обозреть удивительно красивую, все время меняющуюся облачность. От дождей, похоже, немного поднялась вода. Вот здесь уже даже трудности небольшие мне доставил этот брод. Вот затопленные лиственницы уже. Резко вдруг закончились все высокие лиственницы. А мне надо где-то заброску оставлять. Да еще сейчас видимость плохая. На том-то берегу есть
деревья. Но там крутой берег, там не встанешь. Все горы в облаках, а так здесь красиво было бы. Вон последние лиственницы. Высокие, вон они. Там я рюкзак сейчас бросила. И еще впереди побольше, может, еще будут. А если нет, придется возвращаться. В долине Сунтара разъяснивает потихоньку. Горки уже становятся видны. А это река Харонь. Всю ночь шел дождь. Все под облаками было. И вот как речка-то уже. Ручей вчерашний маленький разлился. Уже вода мутная. Сижу под тентом. Пережидаю все это. Моя стоянка тут на высоком берегу. Ягельники. Высокий бережок, а под ним уже бурный поток. Вот этих ручьев вчера не было. На Галичинке в середине. Только под берегом. Маленький-маленький, я легко вброд переходила. А теперь не перейдешь. Так что я очень вовремя сюда пришла. Все горы в облаках, поэтому вверх сейчас не пойдешь. На Мускаю. А ведь отсюда день хода до нее. Вода прибывает на глазах. Там уже просто жуть какая-то творится. Моща. Но здесь, на моем бугре, все спокойно. Я могу спокойно тут наблюдать за этой каналией и ждать перемены погоды. Делать нечего. И это ручеечек, который легко переходился вброд. Но там, похоже, уже почти все затопило. Скоро, наверное, сплошным потоком пойдет. Вообще галечников не останется. Посмотрим. Что мне еще остается? Интересно, что вот это обширное озеро мутной воды, это принес поток из реки. Вон как ее прорвало. Течет через лес, через многолетние лиственницы. За водой я сейчас хожу на болото, там остались глубокие лужи чистой воды. Как бы их не затопило. Мощь стихии.
Второй день непогоды. Накрыто облаками. Не только я. Все вокруг, в особенности гора Мусхая. Но у меня тут хорошо. У костерка. Каша варится. Вода упала, надо сказать. Значит, в Верховьях, да и вообще сейчас уже дожди сильные не идут. Это просто облачная морось. Вот поднимутся облака, и можно будет идти дальше. Но вот видимости пока никакой. Иногда появляются на склонах какие-то очертания. Но ненадолго. Будем ждать ветра. А там уже нет такого бурного потока, как вчера. Да у меня тут рев прекратился, а то поднадоел немножко. Как будто поезд грохотал товарный по духу. А что еще в непогоду-то делать? Только ремонтировать что-нибудь. Когда электрической книги нету. Клеить да штопать. Верховье реки Сунтар. Непогода третий день меня держит. В Верховьях здесь гуляю налегке. А вот там перевал на Тыры, который мы уже проходили с Лерой 9 лет назад. И сейчас погодка похуже. Залезла на обзорное возвышение. Вот Верховье Сунтара отсюда видно. Красивые скалы тут, будто слоеные пироги. И вот вниз широкая долина Сунтара. Из-за тех дальних горок я пришла. А сюда идет долина Хорони. Там в Верховьях мой лагерь. Граница Замбреза. Пошел уже 4-й день вынужденной отсидки. Все под облаками. Чуть облака поднимаются, видно, как верхушечки гор покрыты снегом, свежевыпавшим. Сегодня ночью было очень морозно. Не хочет пускать меня Мусхая. Придется идти просто дальше по маршруту. Ну, ничего не поделаешь. Пока жарю блинчики. Подкрепляюсь тут. Ну, витамины ем. В виде ревеня. То витамина С совсем уже не хватает. Вода совсем упала, можно сказать. Чистая стала. Но впереди одни дожди. Все в тумане облачном. Но морось такая небольшая. В принципе, идти под ней можно. Просто видов красивых не увидишь. Но уже 4-й день сидеть надоело. Да и время все-таки. Ну, может быть, дальше по маршруту у меня будут солнечные денечки, и я где-нибудь на ледник еще залезу. Под дождем в долине Нетканы, конечно, не так красиво, как в солнечную погоду. Ну что поделаешь, идем и в такую. До перевала Неткан отсюда, с Верховьев, где-то 6 километров мне еще подниматься. Вот. В облаках вершинки. Но морось такая не очень сильная. Достаточно тепло.
Дорога хорошая. Жалко только вот, конечно, на ледник, на Мусхаю в такую погоду не пойдешь. Вон там что впереди. Вон. Это дорога на перевал станцию. Вот. Там все в облаках. Видимости нету. Поэтому придется идти просто здесь. Рюкзак у меня уже полегчал. Килограммов, наверное, стал меньше 30, где-то 29, наверное. Поэтому идется. Я уже могу час идти, не останавливаясь, а то и больше, наверное. Просто пока еще столько не шла. Но уже гораздо легче. И дорога хорошая. И это путь в Верховье-Хорони. Туда, на перевал Ниткан. Туда идет долина ручья Сантар-Хаята. А вниз пошла речка для ручей Хоронь. Вот оттуда снизу я иду. Снежники. Но они выше моего перевала. И куда я иду? Впереди все заволакивает тучами и дождем. Вышло поздно, после обеда. Но зато я справилась с другим моим страхом. Будете смеяться, но я реально опасалась, что блинная мука, килограмм которой я вот уже больше недели таскаю с собой, она из какой-то другой, новой партии. В прошлый раз в походе, когда я пыталась поджарить оладьи, у меня все подгорело. Тесто плохо пузырилось. И вдруг и здесь у меня ничего не выйдет. Но вот непогода дала мне время проверить, все оказалось нормальным. А вообще-то я все время чего-нибудь опасаюсь. Вот, например, здесь. Вдруг сейчас кончатся эти замечательные тундровые полочки на моем берегу, а я не смогу перейти вброд. Но думаете, я иду одна? Вовсе нет. Когда я здесь перехожу сложный брод, со мной обычно идет Ирина Сафонова. Стоит мне только вспомнить, как лихо переходила она вздувшиеся потоки кавказских рек, как мне с ней сразу становится все нипочем. Наконец-то счастье, солнышко осветило мир вокруг. Прощальный взгляд на долину Хорони, вниз, откуда я пришла с Сунтара. Вот такой он пологий, заболоченный перевал Ниткан. Ой, здесь нет рева воды, а то уже устала от него. Только кулики кричат. Да, все в облаках. Дождь полосами идет, но там проглядывает голубое небо. Вниз пошла долина Ниткана. Там уже тепло, под облаками, ниже облаков. Уже хорошо. А у меня тут пока еще дождь. Покидаю приютившую меня полянку. Сегодня погода получше, дождя почти нету. На горах снег свежий. Вот там верховье Ниткана самое. Можно сказать, верховье Юдомы, потому что она как раз от слияния Ниткана и Авлия. А вон там уже долина лесная, теплая. Ждет меня. А идется здесь тундровыми полочками
Очень даже неплохо. Если бы не дождик, было бы совсем здорово. Но солнышко тоже проглядывает, так что дождь этот ненадолго. Воды в Ниткане уже много. Прям сплавная речка. Только там еще порожки. Ниже ручей Ниткан выходит из узкого ущелья, и лужа его становится более широким. Тут как раз начинается красивый каньон с отвесными скалами по берегам. Он тянется на несколько километров до впадения двух притоков – правого Ниткана и Снежника. Красив все-таки каньон Ниткана. Красивые все же кусты кедрового сланника, как клумбы тут растут. А впереди озера. И долина широкая распахнулась. Ниткана и дальше Юдома. Вот оно, ключевое место. Здесь сходится слева ручей Снежник, справа правый Ниткан. Вот его распадок. Ну и назад, куда я пришла, сам Ниткан. И отсюда уже в большую воду можно сплавляться вниз и дальше по Юдоме. Ой, какая там хорошая погода. Что не скажешь про верховье Ниткана. Там просто все заволокло. Я просто убежала от непогоды, можно сказать. Склоны гор здесь, конечно, потрясающе красивые.
Луч солнца из долины Правого Ниткана встречает меня тут. Вылезаю утром из палатки и чувствую, что-то холодно. И вот мои вчерашние красивые красные горки засыпало снегом. Все вокруг засыпало. Стою, можно сказать, в пойме, в дельте. Короче, я снежник, здесь сохранился островок леса. О, солнышко вышло. Вот туда Ниткан право идет. Вот он мой лес со стояночкой. Боялась, что вдруг затопит, но здесь, в принципе, трава не замытая. Только в очень большой паводок может затопить. А так остальные места очень высокие, крутые берега там дальше. Уже не встанешь. И даже внизу, казалось бы, в теплой долине Ниткана все равно снег. Июль месяц, 23 число. Разгар лета. Ниткан вполне сплавной. Уже дальше пешком не пойдешь, надо лодку надувать. Это уже вброд не перейти. Остатки скал в устье Снежника еще не развалились. Вот такая плоская плита стоит. Ворота Снежника. А вот, собственно, и начало каньона Снежника. Вот каньон. Просто фантастика. Грандиозные скалы. Здесь уже трудно переходить, но можно. Скалы высотой метров 20-25. Какие сколы правильной формы.
техника — это потрясающая вещь. Это просто Колорадо отдыхает. Только еще меня поливал дождь. Было так холодно, что хотелось надеть перчатки. И вот вышло солнце. И какая красота! И каньон не кончается, стены все выше и выше. Обалденная вещь этот каньон. Вброд переходить все труднее и труднее. Хорошо, что есть куда вылезти наверх. Если что. Но вот тут, похоже, для меня не проход. Придется дальше поверх посматривать каньон. Вот это да! Вот это огромное речище вдруг сузилось до такой щели, проточило тут себе узенький каньончик. Это вот здесь вот его можно перепрыгнуть. Вот это да! Не верится. Ого, вон он там идет. А здесь ну, какой узенький. Ой, как хорошо растет. Обалдеть. Скалы какие слоистые. Да, здесь ширина, наверное, полметра. Но я прыгать на другую сторону не буду. Потому что скалы сейчас мокрые. Это Серега Ермаков тут проделывал. Удивительная вещь. Как река прокачивает такие красивые. Хорошо, когда солнышко выходит. Весь день сегодня погода полосатая. То поливает, то солнце выходит. Ягельные лужайки обалденно красивые.
И ходить по ним приятно. Да, высота здесь уже метров 50, может быть, ну 40. Слияние трех рек. Это Снежник, справа течет Ниткан, а напротив впадает правый Ниткан. О, первый гриб нашла. Подберезовик. Среди вот этих березок карликовых. Ворота ручья Снежник. Пришел очередной шквал, завывает ветер тут у меня. Лодки скрылись. А там вдали не солнышко. Голубое небо, по крайней мере. Ну, сейчас и ко мне придет. Эта полоса пройдет дождем. К вечеру небо расчистилось, но холодно. Вот мой лагерь. А снег еще лежит, но чуть подтаял на вершинках.